Добро пожаловать в дуэль века. Сегодня мы узнаем, кто показал лучшие результаты за последние 8,5 лет с небольшим, Пам Мориарти или биткоин. С вами снова Михаил Штерн, канал PAMHit. И поехали. Итак, сегодня все только и говорят о биткоине, о криптовалютах, о том, что какой я, к примеру, был идиот, или какой же я осел, или почему я не поверил тогда, вот если бы, и так далее, и тому подобное. И сегодня я хотел бы взять и сравнить доходность двух активов. Биткоина, первого среди криптовалют, на долю которого на данный момент приходится чуть более 50% от всего рынка криптовалют, а капитализация всего рынка достигла сейчас 1,6 триллиона, чтобы вы знали, триллиона долларов. И второй актив – это первый среди PAM-счетов Альпари, PAM-счет Мориарти. То есть, с одной стороны, у нас PAM-счет Мориарти, инвестиционный инструмент с прозрачной статистикой и стабильной доходностью уже на протяжении больше 8 лет. Давайте взглянем на его график доходности за последние 8,5 лет. Перешел я на сайт Альпари. И вот такой график. С другой стороны, биткоин. Криптовалюта, которая шокировала мир своим ростом и волатильностью. Давайте взглянем и на график биткоина. Вот у нас такой график за все время существования данной криптовалюты. И сейчас мы с вами проделаем следующее. Я возьму одинаковый период, а именно период существования PAM-счета Мориарти, 8 лет и 9 месяцев. Мониторинг Альпари позволяет нам определить точную дату создания PAM-счета 23.12.14 год. И перейду на график биткоина, на CoinMarket, и мы определим стоимость биткоина на данную дату. Вот это примерно где-то здесь. К сожалению, точную дату нам здесь не удается поймать. Для экономии времени я подготовил слайд. Вот это примерно так выглядит. Цена находится между 311 долларов и 319 долларов. К сожалению, мониторинг на CoinMarket дает только данные понедельно. Но давайте определим точную цену. Для этого зайдем на другой сервис InvestFunds.ru. И здесь можно задать произвольный период. Мы задаем 14 год, 12 месяц. И ищем 23.12. На 23.12 у нас цена 330 долларов. Итак, на 23 декабря 2014 года цена биткоина составляла 330 долларов. Итак, что мы имеем? Купив биткоин более 8,5 лет назад за 330 долларов, сегодня мы получили бы за него 28 218 долларов. Данные на слайде и данные на мониторинге немного отличаются, потому что сегодня был рост биткоина, пока я записывал видео, но не столь важно. Главное понять принцип. Таким образом, доходность биткоина было 330 долларов, стало 28 218. Доходность, рассчитанная по представленной формуле, составила 8450%. Пока я снимал данное видео, доходность немного изменилась. Я не буду пересчитывать, вы сами можете, используя эту формулу, пересчитать и получить актуальную на данный момент доходность. Но это не сильно изменит картину, которую я собираюсь показать в данном видео. Вы можете сказать, но ведь у биткоина были лучшие времена и другая, более высокая стоимость. Мы к этому еще вернемся. А теперь перейдем к самой интересной части нашего видео. Сравнению доходности биткоин и PAM Мориарти за последние 8,5 лет. Открываю график Мориарти. И что же мы видим здесь? График мониторинга PAM-счетов на Альпари очень продвинутый, и благодаря этому мы можем менять разные параметры и легко находить искомую информацию, в отличие от графика на том же CoinMarketCap. Во-первых, мы сразу видим доходность PAM-счета за тот же период. Она составила 776 792%. Теперь, как это выглядит в деньгах? Вот мониторинг предоставляет нам прекрасную возможность. Итак, я
вкладываю здесь стоимость одного биткоина. $330. И что мы видим, что мы получаем на конец периода? Я получаю 2 561 000 с небольшим долларов. Вот на слайде представлены немножко другие данные, так как я сказал, что в течение дня доходность менялась. По биткоину она выросла, а по Moriarty она наоборот упала. Но картина общая это не меняет. Так, доходность биткоин против Moriarty. 8450% против 779 тысяч процентов. Доходность Moriarty больше не в 2 раза, не в 5 раз, не в 10 раз, и даже не в 20 раз. Она больше в 92 раза. 92 раза, Карл. Вы можете возразить, но кто же вкладывает в совершенно неизвестный ПАМ с нулевой доходностью? Никто не мог заранее предположить такую доходность. И вы будете правы. Хотя в биткоин даже в 2014 году мало кто еще верил. Поэтому здесь как бы ситуация с этой точки зрения похожая. А моя задача стоит в том, чтобы сравнить потенциал и реальную доходность двух активов. Но давайте все же, раз такое возражение есть, посмотрим, что было бы, если бы инвестор вложился не в нулевой ПАМ, а в ПАМ, которому уже год. Ну, уже инвестор может видеть историю ПАМа, какие риски и прочие показатели, может уже задать управляющему вопросы, которые его интересуют. Итак, переходим на мониторинг Альпари. Мониторинг Альпари нам легко позволяет посмотреть, что было бы, если бы инвестор решил вложиться в этот ПАМ-счет через год. Итак, что мы здесь делаем? Мы меняем дату с 23.12 на 2015. И вуаля! Получаю при тех же вложениях $110 536. Вот что мы видим на слайде. Здесь немного цифры другие, как я уже говорил, они немного изменились в течение дня. Но это по-любому получается примерно в 4 раза больше доходности, чем у биткоина. Теперь вы можете сказать, да, но у биткоина были лучшие времена. И здесь я соглашусь с вами. И давайте посмотрим, что же было с биткоином в лучшие времена. Снова захожу на CoinMarketCap. Здесь на графике я найду, когда у биткоина был исторический максимум. Это было где-то ноябрь 2021 года. Вот так вот, чтобы было график лучше представлен. Итак, 12 ноября цена биткоина составляла $64 860. Вот это представлено на данном слайде. Что же происходило с ПАМ-счетом Moriarty на эту дату? Открываем мониторинг Альпари. Легко выставляем нужную дату. 21 год. Ноябрь. 11. Меняем на цену биткоина. И получаем вот такую картину. $881 127. То есть $883 тысячи или 881, неважно, да, против $64 864. Впечатляет? Ну хорошо, вспомним возражение и уберем первый год, как будто инвестор вкладывается не в нулевой ПАМ-счет, а в ПАМ-счет, возраст которого уже год. Возвращаюсь на мониторинг. Пятнадцатый. И получаем вот такую картину. Как видите, я не подгоняю данные. Что есть, то есть. Доходность получилась меньше. Да, но в данном случае мы сравнили доходность, полученную за 7 лет у биткоина, и за 6 лет у ПАМ-счета, так как мы 1 год у ПАМа убрали. Это некорректно, и мы исправляем ситуацию и прибавляем ПАМа 1 год, то есть удлиняем период. Здесь я выставляю 22 год, 11 ноября.
И в итоге мы получаем вот такую более объективную картину. То есть мы сравнили доходность за одинаковые периоды, за 7 лет. И получаем в случае с Moriarty 71 879 долларов. Как я уже говорил, данные немного могут прыгать, так как в течение дня, пока записывал видео, они менялись. У нас получается, что доходность за 7 лет у пам-счета Moriarty все равно больше, чем у биткоина, примерно на 10 с небольшим процентов. Но заметьте, мы здесь сравнили доходность в тот момент, когда биткоин был на своем историческом максимуме. Теперь поговорим о рисках. Перехожу снова на CoinMarket. Известное мне сильное падение биткоина произошло в начале 2018 года, после того, как он в конце 2017 года достиг очередного максимума. Ищем этот период. Вот этот момент. Вот биткоин достигает максимума 17 декабря 2017 года. А минимум был где-то вот в районе 12 декабря. Вот здесь представлена эта картина на слайде. То есть биткоин подходил к отметке 20 тысяч долларов и упал где-то до 3300 долларов. На CoinMarket опять же нет возможности увидеть более точную картину. Исходя из данных CoinMarket, просадка составила 82,43%. Исходя из более точных данных, она была где-то на процент выше, где-то 83,4%, потому что цена максимальная была где-то на уровне 19 495, а минимальная на уровне 3227, что-то так. Ну, можете проверить самостоятельно. Теперь мы можем перейти на мониторинг пам-счета Moriarty и очень легко посмотреть максимальную историческую просадку. Переходим на вкладку торговля. Максимальная историческая просадка составила 84,76%. Итак, сравниваем риски. Биткоин против Moriarty. 82,43% против 84,76%. Практически паритет. Вы думаете, это единственный пам-счет, который выигрывает битву с биткоином? Я не имею в виду пам-однодневки. Так вот, оказывается, он не единственный, есть еще. Но об этом в другом видео. И думаете, что я противник биткоина и приверженец только пам-счетов? Нет, у меня также есть портфель и в криптовалюте. Есть определенная стратегия работы с данным портфелем. Кому интересно, обращайтесь. Но ради объективной картины я снял это видео. Итак, подведем итог. Мы сравнили доходность и риски пам, Moriarty и биткоин. Сравнили и с момента создания пам-счета Moriarty, и с момента, когда счету уже исполнился 1 год. Также сравнивали доходности, когда биткоин был на самом историческом максимуме. Сравнили также риски обоих активов. Итог дуэли. Победителем однозначно выступает пам-счет Moriarty с огромным отрывом. Знаете что? Мы часто устремляем свой взгляд в далекие горизонты, преследуя то, о чем все говорят, то, что мерцает яркими красками в СМИ. Но иногда истинные сокровища находятся прямо у нас под носом. Иногда настоящие возможности и перспективы скрыты от шума и гамма, ожидая, пока мы обратим на них внимание. Пам Moriarty — яркое тому подтверждение. Дайте себе шанс увидеть и использовать то, что находится прямо рядом с вами. Мой обзор подошел к концу. Все ссылки на ресурсы, которые упоминались в обзоре, вы найдете под данным видео. Если вы хотите лучше разобраться с пам-инвестированием, то ссылку на мой бесплатный видеокурс вы также найдете под данным видео. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, что было интересно. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. С вами был Михаил Штерн. До новых встреч.